Всем привет, ребята! Сегодня в видео мы погрузимся в детальный разбор героев с 1 по 8 поколения из событий Король Ледяного Поля и Мощь Государств. Если вы хотите понимать, кого улучшать, а кого пропускать в разрезе определенного поколения, тогда вы по адресу. Но прежде чем мы начнем, у меня для вас классная новость. Совсем скоро на канале стартует не один, а сразу два больших розыгрыша. Как только наш телеграм достигнет отметки 2500 участников, а осталось там буквально около 60 человек, то мы запустим розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Это шанс получить небольшой буст аккаунта, просто за то, что вы являетесь частью нашего сообщества. И второй розыгрыш, как только на нашем YouTube-канале будет 4000 подписчиков, а осталось чуть больше 150 человек, то стартует второй розыгрыш еще 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. То есть всего 10 сертификатов, и каждый из вас может стать победителем. Ваши лайки, комментарии и поддержка – это не просто поддержка. Это то, что помогает развивать наше комьюнити, выпускать больше полезных выпусков, тестов героев и обзоров стратегий. Вместе мы становимся сильнее и в игре, и на канале. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек или кофе и готовьтесь к небольшому разбору. Ну что, вы готовы? Тогда поехали. В первую очередь хочу поблагодарить каждого из вас за актив под первыми двумя частями ролика, где мы обсуждали в том же формате героев из Колеса Фортуны и Зала Героев. Сегодня мы с вами разберем персонажей, осколки которых падают из мероприятий Король Ледяного Поля и стадии подготовки СВС. Это уже третья часть видео такого формата. Если под этой частью будет актив, то я продолжу думать для вас новые рубрики по героям, либо вы сами можете предложить идеи ролика в комментариях. В целом мы подробно уже обсуждали каждого персонажа в разрезе 1 по 7 поколения в отдельных роликах. Но сегодня мы продолжим тему персонажей из мероприятий КОИ и СВС, куда лучше использовать ресурсы в рамках этих событий и решать, конечно же, вам. Но вы знаете мой приоритет. Я сторонник вкладывать ресурсы в мероприятие Король Ледяного Поля и по возможности совмещать его со стадией подготовки Драконьего Тирана. Конкуренция там ниже по сравнению со стадией подготовки СВС, где участвует большое количество игроков с серьезными донатами. Как я уже говорил ранее, сегодня мы обсудим персонажей, которые добываются в текущих мероприятиях, в разрезе первых 8 поколений игры. Многие из вас знают, как добываются осколки персонажей каждого поколения. Но для тех, кто только начал свой игровой путь, я напоминаю. Осколки первого героя вы можете получить из Колеса Фортуны. Осколки второго персонажа падают в Зале Героев. Эти аспекты мы уже разбирали в предыдущих видео. А осколки третьего персонажа добываются в мероприятиях стадии подготовки и битвы СВС, а также в событии Король Ледяного Поля, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Так что давайте переходить к обсуждению героев данного формата, но перед этим небольшая реклама для вас. Не знаешь, где выгодно купить морозные звезды Whiteout Survival? Заходи в SkyShop Market, пополняй морозные звезды на любой аккаунт по ID, себе или же другу. На сайте также можно приобрести валюту и предметы для других популярных игр. Mobile Legends, PUBG Mobile и многих других. Сделать покупку просто. Выбираешь игру, в нашем случае Whiteout Survival, указываешь нужное количество морозных звезд, вводишь ID своего аккаунта и email и оплачиваешь удобным для тебя способом. Звезды приходят максимально быстро, без задержек и лишних ожиданий. Ссылка на SkyShop Market в описании под этим видео. А теперь давайте начнем. Как многие из вас знают, мероприятия Король Ледяного Поля и стадия подготовки СВС чередуются между собой. Например, на этой неделе проходит Король Ледяного Поля. Через 2 недели стартует стадия подготовки и битвы СВС, а затем снова через 2 недели возвращается Король Ледяного Поля. То есть эти события идут по очереди. Задания в этих мероприятиях различаются, но подробно останавливаться мы на них не будем сегодня. Я уже делал отдельные ролики по этим ивентам. Кроме того, в телеграм-канале есть подробная таблица с советами по оптимальному использованию ресурсов в рамках этих событий. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, самое время это сделать, ведь там информации значительно больше, чем на моем YouTube-канале. Многие знают, что в каждом поколении появляется новый герой. И сейчас мы обсудим, какие персонажи доступны в первых 8 поколениях, именно из этих событий, и на кого стоит делать приоритет. Перед обсуждением хочу уточнить, я выражаю исключительно свой игровой опыт по этим поколениям, и ваше мнение может отличаться, особенно по ранним поколениям, которые у меня были почти 2 года назад. Но сегодня я постараюсь поделиться всем, что знаю, и надеюсь, что эта информация окажется полезной для большинства из вас. Если так и будет, обязательно поддержите ролик лайком. И первый персонаж, который мы с вами обсудим, это копейщица Фили из второго поколения героев, осколки которого падают в рамках события, про которое мы с вами сегодня говорим. Те, кто уже неоднократно смотрел мои ролики, знают, я настоятельно рекомендую со старта игры не использовать общие фрагменты героев, потому что во втором поколении есть более важные приоритеты. Вы в курсе, что я советую в первую очередь прокачивать пехотинца Флинта и лучника Алонса. А эта задача на старте игры на самом деле не из простых. Собрать этих героев и улучшить им виджеты. Поэтому планировать еще и Фили особого смысла лично для меня не было. Я пропускал этого героя из-за ограниченных ресурсов на виджеты. Вы должны понимать, что собрать героя на 4 звезды – это только половина дела.
Очень важно как можно выше поднять уровень виджета, иначе герой не раскроет свой потенциал. Конечно же, если вы игрок с высоким донатом, вы можете позволить себе брать всех 3 героев из каждого поколения. Герой из нового поколения всегда будет сильнее героя из предыдущего. Но если выбирать приоритеты именно во втором поколении, то Фили самая неприоритетная опция. Почему так? Потому что на старте игры вам будет вполне достаточно моли, осколки, которые падают сразу, с различных мероприятий. А позже вы сможете ее заменить на Мию из третьего поколения героев. Из этого делаем вывод. Моя рекомендация – пропускать Фили и копить общие фрагменты на героев из более высокого поколения. А пока что во втором поколении вам достаточно будет моли. В третьем поколении героев из мероприятий Король Ледяного Поля и стадии подготовки и битвы СВС нам падает лучник Грег. Многие игроки на разных форумах обсуждают различия между Грегом из третьего поколения и Алонсо из второго. Кто сильнее, кто дольше остается актуальным. Я скажу вам следующее. Если у вас есть оба персонажа, вы уже в плюсе. Касательно арены, мое мнение вы уже знаете. Я считаю, что Грег должен быть у вас в обязательном порядке. Если вы, как и я, ориентируетесь на мероприятие Король Ледяного Поля, то собрать Грега на 4 звезды задача вполне реальная, при условии, что вы копите ресурсы. Как ни странно, я до сих пор использую Грега даже в 10-м поколении героев, в лабиринте с воскресенья по вторник. Его оптимальный максимум, на мой взгляд, это 4 звезды, чтобы открыть его все навыки на максимальный 5 уровень. Виджет у меня был настроен на освоение, но уровень был слабоват, так как я вообще не донатил до 4-го поколения. На Медведе вы по-прежнему можете использовать Алонсо. В PvP аспектах вы можете ставить Грега, но на арене эти два персонажа отлично работают вместе на заднем ряду. Поэтому мой совет – улучшайте Грега до 4 звезд, а виджет делайте нечетный, с приоритетом на освоение. Переходим к 4-му поколению, где в рамках данного мероприятия мы с вами получаем пехотинца Яхмаса. Если смотреть глобально, то, как я говорил ранее, при наличии большого доната вам не составит труда забрать всех 3 героев из каждого поколения. Да, при активном участии в мероприятиях Король Ледяного Поля и либо в стадии подготовки и битвы СВС вы сможете собрать персонажа на 4 звезды. Но все упирается в виджеты. Как я упоминал в предыдущих роликах, при наличии Лин из Колеса Фортуны в 4-м поколении, я бы делал ее на 4 звезды и прокачивал ей виджет с упором на освоение, так как я периодически использую ее даже на сегодняшний день для прохождения определенных этапов освоения. Напоминаю, что ее виджет увеличивает атаку войск. В этом же поколении я советую брать Райну из зала героев, так как вы сможете смело с ней играть до 6-го поколения. В итоге по 4-му поколению у нас получается следующее. Нам необходимо 2 персонажа с высоким уровнем виджетов. У Лин это упор идет на освоение. У Райны в целом тоже можно делать упор на освоение, так как игроки со слабым донатом редко будут пользоваться созданием ралли в PvP с этим персонажем. Разве что исключение это на Медведя. А вот на Яхмаса виджетов чисто физически не хватит. Да и в 5-м поколении будет обязательно замена Яхмаса на Гектора. Поэтому мой совет игрокам со слабым донатом лучше пропускать данного героя. Переходим к 5-му поколению героев, где мы с вами получаем копейщицу Нору. Долго останавливаться на этом персонаже мы не будем, так как логика здесь точно такая же, как и в разрезе 4-го поколения. В разрезе 5-го поколения мы получаем 2 сильных персонажей. Это пехотинца Гектора из Колеса Фортуны и лучницу Гвен из Зала Героев. И тут снова у нас все упирается в виджеты. Если сравнивать ценность героев, то Нору я считаю менее оптимальной опцией. У нее хорошие навыки, в том числе первый навык экспедиции, который позволяет использовать ее как одного из героев для вступления в ралли. Но вот найти на нее виджет – это задача не из простых. Если бы у меня была возможность, я бы делал всех 3 героев в 5-м поколении. Уж очень они мне нравятся. Но как ни крути, Нора довольно-таки быстро заменяется Рене из 6-го поколения героев. Поэтому на нее я бы советовал тратить меньше всего ресурсов. Подводя итог, могу сказать следующее. Нора точно не будет лишней. И если она у вас на 4 звезды, вы можете ее использовать в качестве условного джойнера. И это будет неплохой опцией. Но если говорить о приоритетах улучшения героя в рамках 5-го поколения, я бы отдал ей самый низкий приоритет. В поколении героев мы с вами получаем лучника Вейна. Довольно-таки интересный персонаж. Его навыки атакующие, как в освоении, так и экспедиции. Многие игроки в 5-м поколении берут Гвен и пользуются ей вплоть до появления лучника Брэдли из 7-го поколения героев. Но я лично решил прокачивать Вейна на максимум. В 6-м поколении также есть Шуминг, пехотинец. Он довольно-таки неплохой. Мы уже обсуждали его потенциал в предыдущих роликах. Помимо этого, есть копейщик Рене из Колеса Фортуны. Упор в виджете я решил делать именно на Вейна, чтобы заменить свою Лин из 4-го поколения героев, так как по своей глупости я не прокачал Гвен. В итоге я выбрал Вейна для себя и улучшал его виджет в рамках своих возможностей. Персонаж в целом мне понравился. Он отлично отработал свои средства в освоении, арене и PvP. Но если бы можно было время вернуть назад, я бы не делал этого лучника, а взял бы Гвен из 5-го поколения и играл бы с ней вплоть до 7-го. Если у вас сделана Гвен с хорошим виджетом, то в целом вы можете пропускать Вейна. Но, конечно же, все зависит от вашей ситуации. В 7-м поколении героев в рамках данного мероприятия у нас появляется пехотинец Эдит. Но в этом поколении у меня был единственный приоритет
Это лучник Брэдли, с которым вы можете смело бегать вплоть до 10-го поколения. Именно в этом поколении я дважды победил в мероприятии «Король Ледяного поля» и собрал немалое количество осколков на Эдит. Но даже имея данного персонажа на 5 звезд, я все равно решил не делать упор на ее виджет, так как все ресурсы ушли на улучшение Брэдли. В PvP аспектах я Эдит не тестировал и дальше играл с Гектором, ожидая 8-е поколение, разве что в освоении, иногда ставил ее в первый ряд. И если у вас есть Гектор, вы можете спокойно продолжать играть с ним вплоть до 8-го поколения и ждать замены в виде Гато из Колеса Фортуны. И последнее 8-е поколение, которое мы с вами сегодня обсудим. В этом поколении из мероприятий, которые мы с вами сегодня обсуждаем, мы получаем копейщицу Соню. Она полностью отработала затраты в период своего поколения. Я брал всех 3 персонажей в рамках этого поколения, но для разных целей. Гато стал долгожданной заменой Гектора, Соня – замена Рене, а Хендрика я брал сугубо для освоения. Если вам этот аспект не важен, вы можете смело его пропускать. Мне было обидно, что я пропустил одно морозное сокровище для получения виджетов из-за трансфера, но в целом я ни разу не пожалел, что взял этих персонажей. Однако по опыту пробы и ошибок, многие ребята советовали пропустить 9-е поколение полностью и никого там не брать. Но я решил взять только копейщика Фреда и не прогадал. Он оказался значительно лучше в тестах по навыкам по сравнению с Соней. Так что я могу сказать следующее. В 8-м поколении основной упор можно делать смело на Гато. Соне можно дать менее низкий приоритет, так как ее замена уже появится в 9-м поколении. А Хендрик, как я уже говорил ранее, исключительно для освоения, если у вас есть такая возможность. На 4 звезды для открытия всех навыков на максимум вам будет достаточно улучшить Соню, но важно понимать, что в 9-м поколении ее ждет достойная замена. Вот и закончился наш сегодняшний обзор. В блоке героев с 1 по 8 поколения мы обсудили приоритетность улучшения персонажей в зависимости от их способа получения. Кого-то можно получить из Колеса Фортуны, кого-то из мероприятий Король Ледяного поля и стадии подготовки и битвы СВС, а некоторых из Зала героев. По итогу я успешно справился с задачей и снял 3 части, посвященных этому аспекту игры. Кто-то может заметить, что информация, которую я передаю, немного отличается от той прокачки, которую я делал сам. Но вы должны понимать, что в первую очередь я собираю данные из разных источников, общаюсь с ребятами на форумах, обсуждая все в телеграм-канале и дополнительно провожу личные тесты. И да, в определенных поколениях я действительно допускал ошибки, улучшая не тех персонажей. Создавая этот блок из 3 роликов, я надеюсь, что мой игровой опыт поможет многим из вас грамотно прокачивать героев в рамках первых 8 поколений и не допускать моих ошибок. Если вы не видели предыдущие 2 ролика, можете найти их у меня на канале. Как упоминалось ранее, всегда здорово иметь возможность улучшать всех 3 героев в каждом поколении. Но эта информация в первую очередь для большинства из вас, так как далеко не у каждого есть такая возможность, и вы стараетесь находить оптимальное решение в улучшении персонажей. И под конец попрошу вас поставить лайк за сбор информации под этими поколениями. Тема героев для меня самая сложная в плане подготовки. Если на этом ролике будет 150 лайков, я подумаю над тем, какие еще варианты с героями мы сможем обсудить. Например, можем отдельным блоком разобрать виджеты. Ранее я уже делал обзор героев с 1 по 4 поколение. Но если вам интересно, можем разобрать также героев с 5 по 8 поколение. Информацию про героев с 9 и 10 поколения мы с вами обсудим немного позже, после того, как я полноценно протестирую всех персонажей и соберу необходимую информацию. Ну что, ребята, на сегодня наш разбор подходит к концу. Спасибо каждому, кто досмотрел ролик до конца. Если видео было полезным, не забывайте прожимать лайк, писать комментарии и делиться своим мнением. И напоминаю, совсем скоро будет 2 больших розыгрыша по 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Один, когда в Телеграме станет 2500 подписчиков, а второй, когда на моем YouTube-канале дойдет отметка 4000 подписчиков. Чем активнее вы, тем быстрее запускаем. Спасибо, что вы часть нашего теплого комьюнити. Берегите свои войска, усиливайте героев и, конечно же, побеждайте в мероприятии Король Ледяного поля. Увидимся в следующих видео. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.